Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина Никита. Скопилось у меня много вот таких вот джинсов. Это от старых проектов все обрезки. И чтобы они у меня не валялись, я решила их использовать. И мне подойдут любые лоскуты, но разной цветовой гамме. Посмотрите. И постараюсь изрезать вот эти детали, хотя их тоже можно на что-то применить. Посмотрите, все ненужное превращается в нужное. Я отрезаю шов, чтобы у меня была чистая ткань. На заготовке произвольно сделала закругление, и теперь я нарезаю все оставшиеся детали. Насколько хватит у меня цветов, столько я и буду делать. И есть у меня ситец, тоже как бы обрезочки. И я сейчас тоже сделаю вот такие формы. Это все я хочу скомбинировать. Я взяла для основы тряпку для пола. Можно взять синтепон. Взяла также ситец, вырезала в размер. Но это будет у меня сидушка на стул. По поролону я прибавила плюс 1 сантиметр. Это на швы. Я специально взяла основу, хорошую ткань. Мало ли где-то у меня будет выглядывать, чтобы не было видно вот эти вот некрасивые ткани, а чтобы выглядывало симпатичное. Вырезала детали, они у меня получаются 6,5 на 4. У меня получается 7 цветов. Много я не выкраивала, чтобы лишние у меня не оставались. Если мне не хватит, я лучше подрежу. В середине я разместила круг, он у меня 9 сантиметров. Первый ряд сделала 4 штучки. Получилось у меня двухцветный. Я сейчас на зигзаге прошью первый ряд, потом прошью второй ряд и буду выкладывать третий. Когда у вас прямоугольник, то шьется намного проще. Вы их выкладываете и одной строчкой идете и прошиваете. Но так как у нас круг и у нас с вами большие пролеты, то желательно прошивать по отдельности. Я прошила зигзагом, но чтобы мне не обрывать нитку, я просто протягивала. Сейчас я отрезаю нитку и выкладываю другой ряд. И также я его прошиваю. Для удобства я фиксирую булавками. Выложила 4-й ряд, просто чередуя. Они у меня получились по кругу. Когда я их раскладывала, у меня в одном месте образовалось пространство. Мне пришлось просто их немножечко в некоторых местах растянуть. Чередуя лепестки, прошивая ряд за рядом, мы доходим до наших границ. Этот ряд я шила просто. Шла по контуру, доходила до конца, переходила по ткани и еще. И так вот это очень быстро. В этом ряду у меня не хватило парочку цветных. Я их просто выкроила, зато у меня нет на остатки. Этот ряд у меня отлично лег. Все, прочередовалось. Посмотрите, как интересно получается. Последний ряд я зашла за пределы, за контур. И сейчас я излишки эти отрезаю. Если вы хотите, чтобы ваша вещь была аккуратная и чистая, то сюда лучше пришить ткань. И теперь мне нужна полоска, чтобы пришить по контуру, по периметру. И у меня поролон 3 сантиметра. 3 сантиметра плюс подгиб у меня будет резинка, и я еще прибавлю 2 сантиметра. Итого высоту я беру примерно 7 сантиметров. Когда я пришила окантовку, то этот край желательно пройтись на оверлоке. Я сделала подгиб. Оставила здесь отверстие. В этих местах обязательно делаем закрепки, где вы будете вставлять резинку. Швы у меня в одном направлении. Вставляем резинку. Когда проделала резинку, узел я не завязывала. Я положила друг на дружку и вручную зашила. И посмотрите, какая красота-то у меня получилась. Посмотрите, какая сидушка. Вставила я поролон. Он у меня старенький, я его постираю или сделаю новый. Продемонстрировать на стуле не могу, стул находится у меня в другом доме. Но как вам такая работа, сочетание джинсы и обыкновенной хлопковой ткани? Да любой ткани. Посмотрите, контрасты разные. Рисунок-то он получается оригинальный.
Ну а теперь по поводу пошива. Шьется очень быстро, но долго вырезать вот эти лепесточки. И вы также можете сделать такую оригинальную хорошую вещь. На этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики, заходите в гости. С вами Валентина Никита. Пока-пока!